Всем добрый день, с вами Юрий Мартынов. Ком в горле не проходит, спазмы в горле, кашель, как избавиться. Хотя врачи говорят, что все со мной в порядке. Итак, смотрите, что такое ком в горле? Это телесная реакция на то тревожное состояние, в котором вы сейчас находитесь. То есть в вашей жизни что-то происходит, что вы не можете либо изменить, либо принять, исходя из того, что у вас есть некие внутренние убеждения, определенные правила жизни, которые закрывают вашу детскую уязвимость, сформированную там, в детстве, но притянутую в эту взрослую жизнь. В этой взрослой жизни вашей есть эта уязвимость, которая облеплена под защитой компенсаторных стратегий. В свою очередь, эти сверхценные задачи конфликтуют, то есть взаимодействуют с реальностью, с истинными потребностями, желаниями и так дальше. И вот на этом стыке, когда компенсаторные стратегии не срабатывают, либо уже, вот так поперек горла мне быть для всех хорошим, грубо говоря, да, если мы берем пример, то возникает очень сильное внутреннее перенапряжение, которое, по сути, не дает мозгу успокоиться. Компенсаторная стратегия не сработала, уязвимость наружу, а это для нашего с вами мозга является опасностью. Мозг на это реагирует выбросом гормонов, определенной реакцией тела и реакцией поведения. Реакция поведения – это убежать, атаковать, затаиться, приспособиться и так дальше. Реакция тела – это под работой, независимо от сознания, автономной нервной системы, перенастроить работу сердца. То есть сердце начинает колотиться сильнее, легкие начинают дышать более поверхностно и чаще. Да? Возникает вот этот спазм мышц горла. Вот здесь вот мышцы. Плюс еще спазм шеи. Отсюда, кстати, и возникает так называемый шейный остеохондроз. Так это не что иное, как спазм шеи и горла. Да? Для чего? Если мы с вами посмотрим документальные фильмы о том, как охотятся волки, как живут львы, гепарды, пумы, мы увидим, что в основном они пытаются перегрызть горло своей жертве. Точно так же страдали, можно сказать, наши предки, те далекие предки первобытные, откуда все это и сформируется. И исходя из этого, люди, у кого был сформирован такой рефлекс, ком в горле, спазм задней части шеи, вот этой передней части. Плюс во время спазма мышц оттуда кровь выдавливается, а кровь в момент угрозы, в нашем-то случае она мнимая угроза, но для мозга не важно. Он не может понять, мнимая она, не мнимая. Он дает рефлекторный момент. Спазмирует мышцы, защищая с помощью мышечного корсета шею вашу. И выдавливая кровь, в случае, если будет повреждение, волк вцепится в шею, то небольшое количество крови будет вытекать. Потому что чем больше крови в шее, тем больше ее вытечет на самом деле. Да, и вот через эти поврежденные участки. Эти все моменты очень важно понимать и знать. Это все всего лишь навсего тело так реагирует. Это очень важно осознать. Но ком в горле мешает вам жить. Он мало того, что пугает, хотя там пугаться нечему, но он мешает, действительно, он неприятен. Чтобы от него избавиться, нужно работать с вашим тревожным расстройством. Потому что не только ком в горле вас не устраивает, у вас же в целом вся жизнь какая-то странная, да? Я должна быть для всех хорошей, или я требую от всех, чтобы они выполняли все мои требования, да? И так далее, и так далее. Вот давайте об этом подробнее поговорим. Смотрите, у каждого из нас было детство. В этом детстве были некие взаимоотношения со значимыми взрослыми. В ходе этих взаимоотношений у ребенка формируются некие убеждения по поводу самого себя. Какой я? Если ребенка часто обвиняли, сравнивали, да, говорили ты тупой, ты плохой, ты неряха, ты такой-то, сякой-то, то ребенок формирует у себя убеждения, потому что до 10-летнего возраста у ребенка отсутствует полностью критическое мышление. Оно еще не сформировано.
Соответственно, что получается? Получается, что ребенок видит, что такой, какой он есть, базово, да, он плохой. Соответственно, давайте напишем «я плохой». Или люди плохие, или мир в целом опасен. Это с одной стороны. А с другой стороны, у каждого ребенка есть две базовые потребности. Это безопасность и социальная принадлежность. И вот эти две базовые потребности, они будут всегда стремиться к удовлетворению. Ну вот видите, он их пытается удовлетворить. Но как я могу быть в безопасности, если я плохой? Родители меня могут в любой момент бросить. Это подсознание формирует такие идеи. Ребенок не может понять, что родители его любят, если родители ему об этом редко говорят. Соответственно, и социальная принадлежность то же самое. И вот здесь на этом стыке формируется главная уязвимость. Вот она. Давайте напишем. Уязвимость. Вот она, уязвимость. Вот на этом стыке, вот здесь вот, уязвимость. Страх отвержения, страх быть незначимым, страх быть некомпетентным и так дальше. Эта уязвимость крайне важна для нашего с вами мозга, потому что если я буду, допустим, отвергнутый, то я уже не в безопасности, я уже не в социальной принадлежности, а значит не в безопасности. И поэтому с уязвимостью очень важный элемент во всей работе нашей с вами. Итак, вокруг уязвимости, раз он важный, да, элемент, формируются так называемые компенсаторные стратегии, так называемые сверхценные задачи, которые человек будет уже, будучи ребенком, юношей, девушкой, взрослым, будет стремиться выполнять. Вот они, зелененькие такие кубики, эти прямоугольнички, да? Это есть некие щиты, которые защищают вашу внутреннюю уязвимость. Смотрите, что происходит дальше. С одной стороны, а с другой стороны формируется реальность, да, то есть это у нас реальность. Ну, то есть это реальность, реальные события или желание истинное. И они начинают как бы взаимодействовать с компенсаторными стратегиями. И хорошо бы, если бы все эти желания удовлетворялись, если бы реальность была такой идеальной, чтобы все компенсаторные стратегии, которые сформированы у человека в детстве, реализовывались. Но это не возникает. И, соответственно, в какой-то момент жизни это все накапливается. Тут компенсаторная стратегия не сработала, тут не сработала. И реальность как бы бьет в уязвимость. То есть уязвимость, грубо говоря, находится вне безопасности. А раз уязвимость находится вне безопасности, значит инстинкт самосохранения фигачит, инстинкт самосохранения включается. За инстинктом самосохранения как раз-таки идет вот эта система, да? Реакция тела, реакция поведения, потому что мозг решил подсознательно, что вам угрожает реальная опасность. А вот это вот не срабатывание компенсаторных стратегий в каком-то определенном событии и накопленный этот эффект, это по сути называется внутриличностный конфликт, который вы не осознаете. Понимаете, вы эту историю не видите. Вы эту историю не видите. Вот, сейчас я тут напишу кое-что. Смотрите, вы эту историю не видите, вы ее осознать не можете. И, соответственно, а раз вы ее осознать не можете, раз вы ее не видите, да, значит, вы ее не решаете. Понимаете? В реальности вот что происходит. Вот что происходит в реальности. Вы чувствуете какую-то реальность, чувствуете какое-то здесь напряжение, да? Это напряжение вами не осознается, но вы его чувствуете. И чтобы сместить акцент внимания, чтобы найти источник этого напряжения, мозг, то бишь сознание, начинает цепляться за телесные симптомы вашего невротического расстройства. В вашем случае таком в горле, спазмы и так дальше.
А вдруг это что-то не то, а вдруг я тут умру, и так далее, и так далее. И эти слова «а вдруг», они вас и выводят в ипохондрическую историю, связанную с комом в горле. То есть они сливаются, страх, кома в горле. Что со мной? Почему это со мной? И вы начинаете бегать по больницам, интернет и так дальше. Вот и все. Функция симптома выполнена. Вы это напряжение сливаете через страх, кома и начинаете носиться по врачам. Это не пройдет, ребят, пока вот эта внутренняя штука не уйдет. И поэтому моя задача, как специалиста тревожных расстройств, заключается в том, чтобы не просто показать вам это, потому что у каждого эта история индивидуальная, а чтобы это убрать, помочь вам это убрать. И вот когда уязвимость уйдет, то компенсаторные стратегии, по сути, не будут не нужны. То вы начнете реальность воспринимать такой, по факту, какая она есть, нейтрально. И желания свои тоже перестанете давить. И все. И ваш мозг будет спокоен. И вы будете в безопасности. Он так будет решать. Соответственно, нет необходимости готовить тело к отражению атаки или к бегству от опасности. Вот в чем суть. Поэтому те, кто действительно хотел бы избавиться от этих вещей, от вашего тревожного состояния, я вас приглашаю всех на свои консультации. Все ссылочки в описании. Есть формат индивидуальной работы, есть формат просмотра онлайн-вебинаров. Всем большое спасибо. С вами был Юрий Мартынов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому это понравилось. Ждем ваши вопросы в комментариях под этим видео. Всем пока!